Кабардино-Балкарская республика, Баксанское ущелье, Приэльбрусье. Как здесь хорошо дышится. Пожалуй, горы – это самое лучшее место для отдыха, особенно зимнего. Но мы сегодня здесь не для того, чтобы отдыхать, а чтобы работать. Мы будем искать кабанов, серн и туров. А заманивать мы их будем кормом. Да-да, вы не ослышались. Мы будем кормить кабанов. Поехали. И с нами снова Батыр. Помните, мы с ним вместе снимали ролик про яка в Верхней Балкарии. Батыр, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, будет ли у этого нашего ролика успех такой же, а может даже и лучше, чем был у яков? Да, с такими погодными условиями будет очень много просмотров, я думаю. Сегодняшний выпуск мы тоже наполовину будем видеть его операторским взглядом. Друзья, давайте поддержим наши с Батыром ожидания и разгоним просмотры этого ролика, чтобы он обогнал мини-фильм про яков с 24 тысячами просмотров, который сейчас наверху экрана. Для этого надо всего лишь поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и написать комментарий. Желательно еще и по колокольчику ткнуть. Не очень сложно, правда ведь? Мы у административного здания Национального парка Приэльбрусье. Нас встречает старший государственный инспектор Юсуп Узеев. Выезжаем на объезд закрепленной территории. Юсуп без преувеличения человек, благодаря которому в Приэльбрусье процветает животный мир. Редкий браконьер сможет пройти с ружьем мимо бдительного егеря. Такой промысел, как браконьерство, сегодня практически сошел на нет на территории национального парка. Но не только охотники угрожают поголовью горных копытных. Зимой стада кабанов не могут найти под снегом корм. Туры же и серны не голодают. Подножного корма в высокогорьях им хватает круглый год. Но вот так необходимая соль в естественных условиях обитания очень редкий продукт. И несмотря на то, что зимой потребность в соли у копытных меньше, чем в теплые периоды, солонцы всегда наполнены. Первая остановка прямо у трассы, вот там, напротив реки, солонцы. Больше 3 десятилетий Юсуп и его товарищи следят, чтобы здесь всегда была соль. Сюда в основном туры, серны. Вот. Это уже сколько лет, 30 назад мы поставили. Тогда у нас этот еще просто натянутый был. Мы соль подвешивали и на ту сторону переправляли для тура, для серны. Ну, тут туристы приходят, тоже смотрят. Они не пугаются, уже привыкли. Едем дальше по егерскому маршруту в ущелье Адылсу. В переводе с Карачаево-Балкарского «красивая река». Сейчас поедем на туннель. Оттуда будет видно серны, туры. Посмотрим на красоту. Здесь действительно очень красиво. Меж гор, покрытых сосновыми лесами, течет бурная Шхельда. Кормушки для кабанов. Сегодня в меню ячмень, лакомство для диких свиней. Юсуп рассказывает, наполняли эти бадьи только вчера. Уже все пусто. Снег в этих местах зимой глубокий, обычно 30-40 сантиметров. Кабаны под такой толщей не могут находить пищу. Зачастую по этой причине погибает молодняк. Благодаря в том числе и такой работе, сегодня популяция кабанов в национальном парке Приэльбрусье растет. В прошлом году егеря в Приэльбрусье насчитали 400 особей. В этом поголовье увеличилось на треть, их уже 6 сотен. И это когда по всей остальной Кабардино-Балкарии кабанов 450. Это кабаньи следы и матка с своими вот
этого года со своими поросятами приходят. Тут по очереди кабаны приходят. Сперва большие приходят, они покушали, потом вот эти мелкие этого года кабаны, ну, сигалетки, по очереди приходят. 2 смены. Сегодня у местных кабанчиков на ужин ячмень. Обычно лесники разбавляют их рацион, иногда это ячмень, иногда кукуруза. Кабаны приходят часам к 4, к 5, но в это время уже начнет смеркаться, поэтому ждать мы их здесь не будем. Но мы оставили видеоловушку. На нее попался маленький кабанчик. А пока едем дальше. Есть высокие шансы увидеть серн, а если повезет, то и стада туров. Юсуп и его коллега и инспектор Аслан Османов вглядываются в окрестные горы, ищут животных. Пока копытных нет, но зато мы застали пир стервятников. Вот они кормятся погибшим туром. Падальщики. А чуть дальше пасется стадо серн, вот на этой горе. Увы, близко к ним не подобраться, слишком высоко, и бурная река нас разделяет. Местные серны, непугливые животные, ведут себя почти как одомашненные козы. Отношение к людям совершенно равнодушное. Специально к селам не подходят, но при виде человека не бросаются в панике убегать. Животные далеко не глупые создания. Они понимают, что находятся в безопасности, и здесь человек им не враг. Национальный парк все-таки. То же самое относится и к прильбрусским леопардам. Этих хищников здесь 12 особей. Они сытые и поэтому не особо агрессивные, рассказывают инспекторы. Вот здесь леопарда видели, туристы. Они даже снимали на телефон. Туристы проходили вот здесь, и вот на обочине леопард лежал. Они когда подходили, он встал и потихонечку в лес ушел. Джан-Туган – это конечная точка нашего сегодняшнего обхода с егерями. Здесь, на склонах горы, обиталище большого стада туров. Красота. Увы, сегодня стада дома нет. Величественные животные, судя по всему, поднялись еще выше в горы. Площадь национального парка Приэльбрусье превышает 100 тысяч гектаров. За фауной на всей этой территории следят 2 десятка инспекторов. Каждое утро они выходят на обход веренного им участка, подкидывают соль и корма, занимаются подсчетом поголовья и учетом молодняка. Благодаря этим людям мы точно знаем, сколько и какие животные обитают в национальном парке. Аслан Османов в профессии уже 15 лет. Родился в депортации в Казахстане. В 1990-х вернулся на родину и влюбился в здешнюю природу. Говорит, по-другому не получится. Егерь, который не любит мир диких животных, уже не егерь. Это действительно призвание. Родной край, родные места красивые.
хочется здесь, чтобы живности там побольше было, там никто не истреблял, не охотился. Ну, это любить надо природу, флору, фауну, защищать надо. Зверь должен всегда быть, чтобы люди видели, что есть звери такие, там, медведи, кабаны, рыси, леопарды. Чтобы люди знали, что на территории, там, в национальном парке обитают такие-то звери. Не допускать вот этих нарушений, там, чтобы с оружием никто не ходил, не стрелял ни птиц, ни зверей. В природе вообще не надо вмешиваться. Она сама регулирует и численность, и так. Вот. Мы никогда не отстреливали ни шакалов, ни волков, потому что природа сама регулирует это все. Мы видели несколько живых серн, стаю грифов, пирующие над тушей погибшего тура, но ни с кабанами, ни с живыми турами в Приэльбрусе сегодня не повстречались. Находить этих животных и проводить с ними время, изучая повадки, лучше и проще весной, когда сойдет снег, говорит Юсуп. Мы так и поступим. Приедем в гости к обитателям Баксанских гор в апреле на более длительное время. Обязательно приедем. Дорогой зритель, если тебе понравился этот ролик, поддержи меня, пожалуйста. Поставь лайк. Если не понравился, тоже поддержи. Поставь дизлайк, чтобы я начал делать ролики интереснее и качественнее. И да, лучшая твоя помощь каналу – это подписка и комментарии. Не пожалей минуты своего времени. Это очень важно для развития канала. Спасибо тебе.